Господа диванные критики, кухонные гангстеры, у каждой пленки есть свои плюсы и минусы. Я видел очень много интересных случаев, когда люди просто прям писались от счастья благодаря тому, что у них была на тот момент пленка. Что, пацаны, нормально все там делают? Привет, это Карбейс, и сегодня мы поговорим о пленках. Точнее, зачем они нужны. Полиуретан, глянец, винил, цветные, глянцевые, матовые и про всякие разные пленки. Мы поговорим о том, почему это не просто про красоту, а еще и про защиту вашего авто. Какую выбрать именно вам и почему. Такое видео вы точно сохраните себе в закладке. Погнали! Начнем с самого простого. Пленка — это как второй кожух вашего автомобиля, то есть она клеится прямиком на ваше лакокрасочное покрытие, и у нее основные два типа предназначения. Первое, самое, наверное, востребованное, это, конечно же, защита, то есть это больше относится к полиуретановым пленкам. Второе, это, конечно же, стиль. Это относится больше к виниловым пленкам. Передо мной вы можете видеть лишь маленькую часть тех пленок, производителей, с которыми мы сотрудничаем, то есть здесь и винил, и полиуретан, и матовые, и глянцевые, и различные текстуры. Большой выбор в наших центрах вы везде можете найти, подобрать на любой вкус, цвет, качество, цену пленку. В целом, самое главное, что вы должны понимать, у каждой пленки есть свои плюсы и минусы. Вот, кстати, мы еще и перешиваем, если вы, например, поклеили, как я, в яркий кислотный цвет свой автомобиль, то заодно можно и поменять ваши ремни безопасности. Тоже есть такая у нас услуга. Окей, двигаемся дальше. Теперь давайте поговорим об истории пленок. А вообще, первое упоминание, первое использование пленок было в 60-х годах прошлого века. К сожалению, это было не в нашей стране, судя по истории. Возможно, обманываю. Изначально пленки изобрели в США. Первое предназначение было армейское. Армия США клеила лопасти своих вертолетов, которые использовались тогда в пустынях во избежание пескоструя от песка и ударов камней при взлетах и посадках. Сейчас эта индустрия уже там миллиардная, многомиллионная, вот, и в целом она с каждым годом только развивается. Изначально она была, конечно, только для дорогих авто, сейчас она уже доступна каждому. Винил — это свобода. Вот, сегодня я хочу рассказать о своем автомобиле. Он оклеен виниловую, самую яркую на рынке пленку, то есть эта пленка есть у одного известного производителя, и она по праву считается самая яркая. Кстати, столь ярких полиуретановых пленок пока нету. Вот, но я думаю, вопрос лишь времени. Винил — это про то, что можно абсолютно практически в любой цвет превратить свой автомобиль: матовый, глянцевый, любые текстуры, хамелеоны, какие-то там под алюминий, какие-то там под какое-то там железо, все что угодно. Это присутствует в веерах производителей виниловых пленок. Но винил не защищает вас от сколов. Машина грязная, но здесь уже есть несколько сколов на бампере. Мы не защищали ее в полиуретановую пленку, потому что здесь целая история. То есть этой машине там практически 2 года. Изначально она была оранжевая и была оклеена в прозрачный полиуретан. Покатавшись какое-то время, я понял, что таких слишком много, и решил под цвет своей кофты заклеить ее в винил. Но снимать полиуретан, ну как-то, двойная работа, трали-вали. Мы решили прямо на полиуретан поклеить винил. Такое тоже возможно, никому не советуем, но для себя, как говорится, имею право, имею возможность. В общем, мы прямо на прозрачную пленку полиуретановую поклеили этот винил. Тем самым немножко, конечно, смягчается удар камней об виниловую пленку, потому что под ней подложка в виде полиуретана. Вот, бывают какие-то скольчики. Расскажу лайфхак. Мы покупаем для ногтей лак в женских магазинах вот этих и подкрашиваем эти сколы. Вот, это защищает от того, чтобы на мойках никто не поднял эту пленку, ну и, в принципе, она дальше там не расходится. Вот, такой вот есть лайфхак. Поэтому винил в среднем служит там 2-3 года, он со временем выцветает, со временем все равно зашоркивается, но в целом, я думаю, лет 5 в моем уходе, я думаю, эта машина может проездить. В отличие от полиуретана, потому что на полиуретане можно и 5, и, наверное, даже 10 лет ездить. У меня была машина, которую я продал 5 лет назад, и еще ездил на ней 3 года, и человек в прошлом году только снял пленку, и говорит, под пленкой она как новая. Эта машина ездила в полиуретане с 2014 года по 2024, 10 лет, представляете, да? Через 10 лет он ее снял, машина как новая. Вот это сила полиуретана.
Теперь про броню. Действительно, полиуретановые пленки прозвали в народе бронепленкой, броня и так далее. Вот. Многие так и называют эти услуги бронирования. На самом деле это делается полиуретановой пленкой. Достаточно сложно выговорить некоторым это название, и я не исключение. В чем же их суть? Они бывают разной толщины. Самый тонкий 150-160 микрон, самый популярный где-то 190, и это больше всего, кстати, подходящая пленка для поклейки Геленвагена, потому что очень сложно автомобилю поклейки, очень много загибов, всяких таких вот поворотов, и поэтому, когда ты берешь пленку 200 плюс микрон, она более плотная, тяжелее гнется и тянется, и ей такую машину клеить тяжелее. Вот, в целом, все пленки, которые 200 плюс, подойдут не каждому автомобилю. Все, что там до 200, можно поклеить на любой автомобиль. Конечно же, все равно базово, вот мы можем на этом автомобиле увидеть два маленьких скольчика. Маленьких скольчика есть, значит, прилетел сюда камень, гелик достаточно грубой формы, и, конечно же, в любом случае он, ударяясь, не может никуда отлететь и оставляет маленькие царапки. Но если мы снимем, то там будет все как новое. Также есть 3 вида полиуретановых пленок. Это глянец, то есть это блеск. Даже если у вас новая машина, и вы ее оклеите в глянец, как сделал я однажды, то рядом ставишь 2 машины абсолютно одинаковые. Твоя в глянцевой пленке гораздо ярче, то есть это эффект карамельки. То есть как будто бы вот ее карамелькой так вот покрыли, да, таким вот, знаете, тонким слоем, и она более блестящая, более насыщенная, такая гладкая, в общем, горит. Вот, сатин — это что-то среднее между глянцем и матом, да, то есть вот это примерно вот сатиновый эффект. И есть мат. Мат — это уже такой строгий, суровый вид. Есть свои минусы-плюсы. Глянцевые пленки мы можем полировать, то есть если вы поездили, пленка подзашоркалась, поцарапалась, хотя многие пленки с хорошими топ-коватами имеют возможность, но это не так долго работает, год-два, затягивать мелкие царапины. То есть машина постояла под солнцем, царапины подзатянулись. Где-то вы нацарапали, феном погрели, царапины подзатянулись. На мате какая история? Если мат вам где-то притерли, его уже не полирнуть, потому что если мы начинаем полировать мат, мы получаем глянец. Выбирайте то, что вам нравится, то, что вам подходит, а мы в Carbase, конечно же, с удовольствием, легко и качественно вам это поклеим за реальные, достойные деньги. Теперь поговорим о том, какие существуют способы оклейки автомобилей. Популярные их 2. То есть с разбором, с заведением пленки под все углы, во все зазоры и так далее. Это более популярное, скажем так, направление, особенно для нашей страны, потому что меньше вероятности, что под пленку попадет песок, любая грязь, то, что ее там поднимут где-то там на мойке сильным керхером. Второй способ — это оклейка с помощью лекал. Специальный плоттер печатает прям по лекалам на каждую часть автомобиля пленку. Мы ее снимаем и, грубо говоря, вот на двери это было бы вот так. Мы просто приложили, это было бы вот так вот, да, без заворотов. На грани пленка, везде на грани, потому что клеится, и очень легко ее поднять. Вот здесь вот, например, лекалами поклеено, и вот до сюда пленка идет, ногами шоркают, там уже начинаются сложности, грязь забита. И вот я, конечно, не любитель клеить по лекалам, но если бы, наверное, я бы купил машину, там, не знаю, за 100, за 200, за 300 миллионов рублей, я бы не очень хотел бы ее, чтобы кто-либо разбирал, даже самый рукастый человек на свете. Поэтому лекало имеет место быть, особенно если хочется сэкономить и не разбирать машину. Вот, это проще, это легче, но в использовании это похуже. Вот, либо с полным разбором завели, завернули куда надо и не надо, и это уже надолго походит. Вот такие вот есть 2 основных способа оклейки авто. Господа детейлеры, а это видео для вас, для владельцев детейлинг-студий и так далее. Вот это, что остается после одной машины, и, наверное, это еще не все, после не локальной, а полноценной нормальной оклейки с разбором. Потому что очень много выкидывается пленки. Я считаю, что если клеить с лекалами, можно 1-2 метра пленки экономить на машине. Если ты клеишь по лекалам, ну, ты экономишь еще. Но не всегда нужна эта экономия, поэтому лекалами дешевле. И когда вам говорят, что вас поклеят там за 3 копейки, вы узнаете, лекалами или полноценно. Это важно. Так, немножко понтанемся. Вот здесь мы клеим кулинан. Владелец кулинана, естественно, выбрал оклейку с разбором. Не обращайте внимания, что он такой грязненький, потому что все пленки клеются на водные растворы. В общем, это все не очень красиво во время работы выглядит. Но в целом, вообще, я хотел вам рассказать на фоне Rolls-Royce о ценах на пленку. В целом, цена варьируется на винил от 2 и, наверное, там до 10 тысяч рублей за метр. Обычно самые популярные рулоны — это 15 метров. Вот, ширина у них 1,20 м. Полиуретан.
Полиуретан подороже, то есть, наверное, самое худшее качество это где-то 4000 рублей. Может быть, наверное, есть еще дешевле. Вот, там, может быть, 3 с чем-то, совсем там дно. Ну и самые дорогие, наверное, тоже до 10 тысяч рублей имеют место быть. Это влияет на толщину топ-коута, на то, когда она может помутнеть. Некоторые полиуретаны желтеют, винилы бывают совсем тоненькие, бывают чуть-чуть поплотнее. Важные моменты, поэтому знаете, дешево всегда дешево, дорого всегда сердито. И еще одно из таких важных в автосфере назначений винила это вот такие вот трафаретные оклейки таких вот боевых и не только аппаратов под всякие там коммерческие использования, под вот такие вот спортивные раскраски. Вот, то есть это, конечно же, винил, потому что полиуретан ложится на водно-мыльную основу, а винил, он с клеевой основой, он приклеивается. Поэтому вот я пытаюсь даже его оторвать, и он, в принципе, не особо-то отрывается так легко. Поэтому винил для вот таких штук must have. Без него никуда. Когда-то приходит время или нужда эту пленку снять. Есть важные нюансы. Если у вас машина попала в беду, в аварию, и вы эту машину покрасили, дверь, бампер, обязательно выждите 2 недели, пока лак кристаллизуется, все станет на место, высохнет. А иначе в последующем можно снять пленку вместе с вашей любимой краской. На это вряд ли вам кто-то даст гарантию, потому что даже после долгого использования пленки на неокрашенных деталях такое, к сожалению, происходит. Вот, поэтому это, наверное, единственный минус, который существует в этих покрытиях. Собственно говоря, здесь у нас Cadillac нашего любимого постоянного клиента. Здесь был удар, небольшая притертость. Мы ее устранили, вмятину убрали, локальный окрас. И теперь нужно этот кусок пленки мы вырезали, чтобы это все починить. И сейчас, видите, вот такими кропотливыми действиями мы снимаем эту пленку. Чтобы вы понимали, снятие пленки это тоже целая процедура. Недавно мой друг пригнал Cayenne, оклеенный винил много лет назад, не пойми какой, не пойми где. Чтобы вы понимали, его 4 человека расклеивало 2 рабочих дня. Потому что оно откалывается все по кусочкам, это минус ногти. В общем, это сложная штука, поэтому сейчас все больше мир уходит на полиуретан. Либо же только на качественный винил. Дешевая, поэтому тоже не советую. У них такие агрессивные клеи, которые потом очень сложно отдираются. Вот, это мы клеили, вот, все снимается, достаточно легко, краска на месте, проблем нет, но это тоже определенный труд. Я уже запутался. Это глянец точно. Блестящий. Более глянцевую сторону надо смотреть, да? Матовая это подложка. Глянец, а вот здесь, где мат, где глянец, блин. Вот это сатин, это мат, да? Ебать. Так и не видно. Сейчас хочу поклеить кусочки сравнения такое сделать. Может, вот здесь на стекло. На стекле будет чуть-чуть разницу видно? Если вот прям поклеить. Да. Бля, можно? Нет, это будет. Ну, я хочу по кусочку на машину, а по кусочку потом на двери показать. Ну, на просвет. Вот, сатин, вот мат, да? Так, друзья, ну что, куда же без тестов? Та самая дверь Cadillac, на которой мы только что сняли пленку. Я сейчас повешу 3 пленки полиуретановых: глянец, сатин и мат. И мы посмотрим разницу, и я попробую сделать это сам. Погнали. Снимается пленочка, заливается мыльным раствором. Теперь... И вот таким движением мы ее сюда приклеиваем. Блин, ногти зря вчера подстриг. Кладем на ладошечку, поливаем еще чуть-чуть и рядышком. Вот так прям, почти в стык. Прокладываем. Погоди, не уходи. Вниз. Вверх. Кто-то уже догадывается, что это сатин или мат, возможно. Что, пацан, нормально все там делают? Ногти растите. Все, сейчас ногти отращу. Так принято у детейлеров. Снял, на пол, короче. Бах. Да, пацаны? Поехали. Третья разновидность. Небо. Вот так вот, ага. Опа. Ну что, теперь надо это дело
протереть. Витек, у тебя, блин, самая беспонтовая пленка, ёлы-палы. Все поклеил какая-то, блин. А у тебя какие-то там шоклайны, блин, уже все. Так, друзья, ну что, я поклеил эти 3 кусочка, вытираю. Но в любом случае нужно смотреть, что будет завтра, потому что сутки в воде под пленкой нужно высохнуть. Вот. Но в целом, я думаю, вы уже подозреваете, где есть что. Глянец, очевидно, да, белый, прозрачный, глянцевый такой стеклянный эффект. Это, как вы поняли, уже сатин. Разница невелика, ну, потому что куски маленькие. Но здесь более белесый такой оттенок. Вот, более такая, знаете, как будто мутно-белая такая пленка. А это уже менее белесая, более такой резиновый эффект. То есть это эффект сатина, глянец, эффект мата. Вот так вот они отличаются. Немножко пока видно воду. Завтра это все уйдет и будет идеально. Мат, сатин клеить попроще. В глянце больше видно косячков. Вот. Но сама матовая и сатиновая пленка всегда подороже. Но в целом, вот 3 самые популярные полиуретановые пленки. Друзья, ну что, вот и наш Геленваген. Уважаемый автомобиль в нашей студии, потому что они приезжают к нам чуть ли не ежедневно. Ну, на мойку это ежедневно, на оклейку там, 1-2 в неделю заезжает. Прошло 4 дня. 4 рабочих дня — это мелкие детейлинг процедуры и полная оклейка глянцевого кузова со всеми абсолютно деталями в мат. Собственно говоря, теперь мы его видим более брутальным. Важно отметить, машина была пригнана из Кореи и уже не новая. Здесь около 50 пробег тысяч. И было очень-очень-очень много сколов. И вот сейчас, да, вот так я его вижу, но я отхожу на метр, и я ничего не вижу. Соответственно, мат, в отличие от глянца, очень хорошо клеить, когда машина уже бэушная, вы приобрели бэушную машину, она уже в сколах, то есть мат, на метр отходя скрывает, на метр, на 2 вообще там на проезжей части никто не увидит, то есть она реально стала как новая, поэтому тоже, знаете, такой плюс есть. В общем, смотрите, у меня есть мой любимый супер-турбо фонарик, его боятся все сотрудники нашего детейлинг-центра, любого, потому что он бьет на 400 метров. В общем, можно прикольно так посмотреть, да, эффект. В общем, вот такая вот матовая пленка. Чуть-чуть видно внутри металлик, но в целом это такое как будто бы резиновое покрытие. Хозяин будет доволен, приходит он через пару часов его забирать. Кто хочет сделать свой гелик более брутальным, это к нам в Carbase. Друзья, попробуем все-таки показать вам разницу сатина с матом еще раз. Смотрите, вот это сатин, то есть насколько видно, да, вот эти все отблески. Оп, и тут же, не прерываясь, идем на мат. Идем. И смотрим вот на матовое крыло, на матовое, видите, проблесков практически нету. То есть более резиновое. Ну, здесь еще чуть-чуть не досохла вода, какие-то есть маленькие там водяные пятна, но в целом вот это прям самая главная разница. Если увидите, вкрапления металлические как-то просматриваются, это сатин. Если не просматривается, это мат. Было бы классно 2 гелика, конечно, вам одинаковых показать, но сейчас в наличии сатинового матового не имеем. Ну и давайте заодно рассмотрим этот Кадиллак. Помните, здесь я буквально там пару дней назад, а для вас это несколько, наверное, минут назад, клеил здесь 3 куска сатина, мата и глянца. Здесь было, вот это крыло было сильно замято, и мы в нашем делинг-центре что сделали? Локальный окрас, ПДР, то есть в идеально все от ПДР. ПДР — это выпрямление вмятин без окраса. Выпрямили, минимальная шпакля, минимальная, прям чуть-чуть. Мало кто сможет это, не зная, найти вообще. И локальный окрас. Ничего не отличается, все идеально, все ровно. Крыло не перекрашивали полностью, пленку лишь кусок переклеили. Ну и дверь полностью, потому что здесь пленка в большинстве двери спасла от перекраса. Вот, поэтому такие классные штуки тоже мы делаем. И пленка, на самом деле, вот во всяких скользящих ударах, особенно в бампера, притертости, очень сильно помогает. 12-й год уже пошел моего, сколько я занимаюсь этим бизнесом. Я видел очень много интересных случаев, когда люди просто прям писались от счастья, благодаря тому, что у них была на тот момент пленка. Ну, заодно, раз уж мы зашли к Кадиллаку, давайте посмотрим, что у нас здесь еще на оклейке встало. В общем, заехало 2 новых, идеальных 63-х гелика в последнем рестайлинге. В общем, как мы любим, пушка-бомба. Здесь история какая?
Один делаем глянцевый, другой делаем матовый. Гелики мы любим, геликов мы клеим очень много. Эта машина, наверное, в рейтинге у оклейщиков из популярных автомобилей топ-3 по сложности. Да, там Урус, гелик, это такие геморрой. Сейчас танк 700 и туда залетел. В общем, здесь прям с салона, как вы видите, вот к нам залетают машины. Могу показать, как все тут в новом рестайлинге. Видите, еще все с наклеечками, все. Пробег 48 километров. Господа диванные критики, кухонные гангстеры, я заподозрил неладное. И вы, наверное, тоже. Уже, наверное, настрочили комментариев. А как ты понял, что это мат, а это сатин? Короче, я пошел глубоко разбираться. Вот так вот, знаешь, конкретно кучу поклеили пленок, посмотрели. Реально, под разными углами и разные производители отличаются. Короче, если мы смотрим, вот мы взяли все, новый гелик салона, черный, как положено. Это Obsidian Black, их знаменитый. Что мы видим? То есть, если я смотрю вот так и свечу своим супер любимым фонариком, то вот это сатин, это мат. Мат самый мутный, сатин здесь хорошо пропускает, здесь наполовину пропускает. Это разные производители, уже все по-разному. Если мы посмотрим, внимание, вот с вашей стороны, вот отсюда, вот так вот, да, то мы видим, в общем, здесь и здесь сильный белый отблеск. То есть такой белый отблеск здесь нет. Как была резина матовая, так и была. Цвет не подчеркивает. Давай, оператор, теперь посмотрим мы с этой стороны. И что мы увидим? Что мы видим? Дайте я с вами посмотрю. Мы видим, что здесь еще больше стало белого, да, вот этого, ну, от цвета, но в разной степени. А здесь он не появился. То есть, грубо говоря, мораль басни какова? У всех производителей по-разному абсолютно выглядят сатины и маты, поэтому и самое, что интересно, они под разным углом выглядят по-разному. Поэтому, друзья, вы всегда можете приехать смело в наш Carbase на выклейку. Мы вам выклеим на какой-нибудь ребристой части кузова все виды пленок, которые мы имеем или которые захотите вы, и вы выберете на ваш вкус ту, которая вам нужна. Ну что, наш выпуск подходит к концу. Благодарю всех за просмотр, за внимание. Ждем от вас комментариев, лайков и, конечно же, подписок. Теперь вы намного больше знаете про пленки. Ну и, конечно же, теперь вы понимаете, где нужно их клеить. Приезжайте к нам в Carbase, ждем вас уже в 4 городах нашей необъятной родины. А скоро мы будем делать все, чтобы мы были на каждом углу нашей прекрасной страны. Всем peace!